Игорь, у меня вот вроде все есть, но я себя почему-то счастливым не ощущаю. Человек так устроен, что он может для себя производить счастье. Не поиметь его, захватить, найти и удерживать. Да это нереально, невозможно. Производить. Человек — это производитель всего. Человек производит для себя несчастье, в гигантском может количестве произвести себе несчастье, может произвести для себя такую депрессняк и стресс, а может производить счастье, удовлетворенность и так далее. Но это не означает, что человек, произведя для себя счастье, может сохранить состояние счастья. Нет, потому что жизнь — это страдание, и все равно будет боль и так далее, потому что производство для себя счастья на последующем этапе потребует изменения, а боль психическая и физическая — это сигналы, которые говорят: все, пора измениться. Для того, чтобы хочешь производить счастье, меняйся. Получается, что способность производить счастье — это какой-то навык. Это действительно навык. Это навык жизни, навык создавать себе в жизни то, чего тебе нравится. Я когда вот Инстаграм завел, мне очень не нравилось, как я в Инстаграме выглядел. На 10 килограмм пришлось похудеть. Потому что не нравилось мне. Вообще не нравится. Поэтому, когда сигнал есть, вот эти моральные, или какие-то психологические болеют, это очень здорово. Поэтому люди, которые гонят от себя это и не умеют использовать для изменений, они не могут производить счастье. Не могут производить для себя состояние, в котором они удовлетворены, говорят: о. И не могут отправиться в следующий раунд производства для себя следующего кусочка счастья, порции счастья. Счастье — это динамический продукт, а не статический. Любая статика в счастье, ты становишься охранником, и счастье тебя навсегда покидает. Если производство счастья — это навык, то как научиться производить счастье? Есть один способ — это учиться паттернам поведения, автоматизмом и паттерном поведения, например, от людей, у кого получается жить. Видно же, у кого получается жить. Только при этом отсекая тех людей, которые говорят, что у них получается жить. Учись, подсматривай за ними, копируй, присваивай их, все. И устраняй из своего окружения тех людей, так называемые люди-фейки. Те, которые говорят, что не знают, как жить. И все. Это самый простой, но очень действенный способ. Игорь, есть современная философия, которая говорит, что самое главное — это счастье внутри тебя. Не деньги, не статус, не даже семья, а вот именно счастье внутри. Как вы относитесь к этой новой философии? У каждого свое понимание счастья, если хочешь. Вот свое, у каждого человека свое. Я тебе могу только про свое сказать, и ты поймешь, что оно очень сильно отличается просто от состояния, от некого магического состояния там внутри. Мое счастье — это такой шестиугольник, где есть шесть вершин, и я стараюсь каждую эту вершину отодвинуть от центральной точки. То есть чем больше площадь фигуры, тем больше у меня ощущение счастья и благополучия. А вершинки такие, внутреннее состояние, о котором ты сказал, это внутреннее состояние. Как ты себя чувствуешь? Наполнено или сжато? Вот если наполнено, ось, я ставлю точку так. Дальше физическое здоровье, финансовое здоровье, наличие денег, отношения в семье, вершинка, отношения на работе или в бизнесе или в деле, репутация в обществе. Все эти 6 компонент я стараюсь держать их на уровне не меньше 50-60% каждую и пытаюсь довести до состояния 80%. Если вот эти оси, перечисленные мной, они менее 30%, площадь вот этой фигуры очень сильно уменьшается. И мое состояние счастья, проживания, благополучия и всего резко уменьшается. Все, я этим пользуюсь, поэтому на самом деле, чтобы сделать себе экспресс-диагностику,
Ну, вот, я иногда отвечаю на эти вопросы. Прям беру этот октагон и заполняю. Как я себя чувствую? Какое мое физическое здоровье? То есть я заполняю, потом смотрю мою площадь фигуры и говорю: о, батенька, надо что-то менять. А что менять? Все понятно, что менять надо по той оси, где самый большой провал, да, нанести, ну, надо пополнить что-то. И самое интересное, люди часто меня спрашивают: Игорь, а можно же жертвовать здоровьем ради, там, что, финансов? Я говорю: ну, вот посмотри на эту фигуру. Если ты, ну, как бы, платишь здоровьем за финансы, площадь твоей фигуры очень сильно снижается. Ну, ты будешь чувствовать фигово себя очень сильно. Я слышал, что счастье — это не постоянное какое-то состояние, а вот вспышка, миг. И что постоянно быть счастливым невозможно. Что вы думаете об этом? Абсолютно так. То есть проживание, то есть гораздо больше времени если взять шкалу времени, человек чувствует либо нейтральное состояние, либо боль, либо расстройство, либо огорчение и так далее. То есть больше времени по количеству. Это связано с тем, что так устроен человек биологически. Вот просто представь себе, если ты постоянно будешь на экстазе. Ну, для тебя, представь себе, это стало тогда нормой. Тогда, ну, норма, да, уже норма тебя не вставляет. Так что тогда будет экстаз? Это в смысле какой-то мега-экстаз? Да тебя разорвет нахрен. Ну, это может быть сложно, смотри, просто, ну, такая штука, что абсолютно нормально для человека биологически, когда у нас вся гамма чувств, расстройство, горечь, грусть, соседствует с восхищением, восторгом, там, с радостью, да. Поэтому стоит ли посвящать свою жизнь тому, чтобы чувствовать что-то одно из этого? Во-первых, это невозможно. А если ты вдруг когда-то хочешь воспроизвести это для себя, то кроме как наркотики, ну или какие-то химические методы, ну или такие очень гипнотического, что ли, свойства, это невозможно по-другому. Поэтому я не вижу для себя такого сценария и тебе не советую. А как вы думаете, можно ли сделать счастливым другого человека своими силами? Нет. Счастливым другого человека сделать невозможно. Счастье — это продукт, который светится изнутри тебя, происходит, то есть он рождается внутри тебя в виде компонентов счастья и соединяется и чувственно проживается тобой в виде счастья как исключительно твое индивидуальное состояние в моменте. Твое состояние невозможно экспортировать в другого человека. Свои состояния мы создаем для себя сами, каждый создает. Можно влиять на другого человека, но тогда ты элемент среды. Ну, Личным примером влиять? Личный пример, эмоциональный фон, слова и так далее. Много разных влиятельных вещей. Но фундаментально, да, производителем состояния счастья является в этой среде, какая бы ни была среда человека. А вы прямо сейчас счастливый человек? Есть дело, которое я выбрал. Оно меня, черт побери, питает и дает смысл, и строит отношения, построенные на доверии. Да, если хотя бы один человек, кто смотрит наши видео, ну, а я надеюсь, не один, да, вот с одним человеком, хотя бы с одним, случится вот этот вот выход в счастливую жизнь, да, благоухающую, да, в богатую и так далее, ну, я очень на это надеюсь, и поэтому я очень счастлив. Весь свой капитал, весь свой опыт, всю свою энергию и я, и моя супруга Катя, мы решили направить на трансформацию, преобразование и создание таких нужных штук в нашем российском и в международном образовании. Есть в жизни то, что может быть передано только от одного человека другому.
Теперь у нас есть с вами общая цель. И эта цель, она же наше средство. Это благодарные выпускники. Да, я благодарный выпускник. Я очень благодарен своей школе 56, я очень благодарен всему тому, что было в этой школе. Педагоги, благодарные выпускники, которые подарили мне это понимание сложного, родители, ученики, которые были в этой школе. Я благодарен своей школе. И хочу сказать большое человеческое спасибо.